Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Второй расклад. Июнь. События на пороге. События с первых дней месяца и знаки судьбы. Давайте узнаем. И, конечно, останемся реалистами, поскольку любой прогноз, расклад о личной истории каждого из вас не расскажет. Мы вместе с вами размышляем, предполагаем и допускаем развитие альтернативных вариантов событий. И, скорее всего, события июня месяца и конца мая, они будут увязаны воедино. Мы не сможем или вряд ли провести четкую грань. Этим мы занимались в мае, а вот этим мы занимаемся в июне. Основная тема, что я сделал раньше, то есть некоторое подведение итогов. И главное, а что я имею сейчас? Вот такие выводы мы можем делать, и в зависимости от выводов где-то может стать вопрос и выбора тоже. И это доброе время, когда мы можем что-то прояснить, мои дорогие. Поэтому, давайте перейдем к нашему прогнозу и рассмотрим некоторые позиции. И я хочу вас пригласить на свой сайт. Оставлю ссылку в описании под видео. Там две статьи. Точнее, первый гороскоп астрологический на июнь 2025. Я думаю, подсказок для вас будет больше. Перейдите, прочитайте. И также есть еще события до конца 2025, какие энергии формируют наши дела, наши отношения к жизни. Потому что июнь и июль месяц могут быть, точнее, знаковыми месяцами, которые для нас сформируют в целом какую-то палитру до конца 2025 года. Я не останавливаюсь подробно, перейдите, прочитайте. Я думаю, может быть, какой-то пазл у вас сложится или проясните для себя какой-то вопрос. Мы идем дальше. События на пороге. Первая карта. События с первых дней месяца, с первых дней июня. И знаки судьбы. Первый знак судьбы, на что обратить внимание? Второй знак судьбы, как подсказка. Что нужно услышать? Знак судьбы. Перемешаем колоду. И продолжим. Первая карта. Что придет в июне? А что уйдет? Что будет продолжаться? Чем не соблазняться? На что соглашаться, чтобы не упустить? И чего опасаться, чтобы себе где-то не помешать? Итак, события на пороге. Ух, вот так. Наверное, для вас, мои дорогие стрельцы, вторая половина года – это такое ответственное время, когда, и правда, астрологически тоже, даже если была какая-то пауза, если у вас был, знаете, какой-то нескончаемый период самоанализа, вот правда, по разным причинам, потому что меня смотрят, как и люди разные, в разном возрасте, в разных странах. И есть то, что мы не можем изменить, правда. Разные какие-то ситуации, которые складываются для нас в обстоятельства. И сколько тут себя не мучай, с этим нужно провзаимодействовать. Поэтому вот доброе небо июня как раз и располагает к тому, что мы приняли то, что мы никак не переломим, не изменим. А вот свое благополучие нам нужно отстроить. Это будет важно уже в 2026 году. Потому что ожидается, это у нас год огненной лошади, там и сюрпризы, и метаморфозы могут быть. И это, знаете, как фундамент благополучия. Где-то вы можете закладывать уже в июне. И карта императрицы, все то, что я сказала, означает. Это как благополучие в квадрате. У кого-то это вопросы могут быть, безусловно, личной жизни. Но это значит, если мы говорим выбор или какой-то вывод. Вот где-то в районе этих двух слов у каждого своя позиция, жизненное отношение, да, к реалиям. Но это старший аркан. Здесь, как любой старший аркан, нам говорят, вот доброе небо июня, и для вас что-то может складываться со знаком плюс. Самое главное, не расслабляться, с одной стороны, думая, что все, вот теперь оно пойдет какой-то своим или чередом, или в своей колее. Да нет. Вот вообще нельзя такое сказать ни до конца 2025, ни на последующие годы. Нам с вами довелось проживать в эпоху перемен. Но отстроить свое благополучие, принять твердое намерение процветать, обустроить личную жизнь, вопросы жилища, дома решить. Это все по карте императрица. Ну и, конечно, это статусная карта. У кого-то поменять статус, возможно, через личную жизнь.
а может быть и через работу, ведь плодовита очень императрица, как и буквально, и поэтому для кого-то из вас, мои дорогие девочки, для кого это актуально по возрасту и желаниям, вы можете узнать, я жду ребенка. Ну или какие-то такие вопросы могут встать, да, или, может быть, только появился на свет малыш, значит, понятно, тут больше забот. Но эта плодовитость, это идея, безусловно. Императрица, вот та мысль, идея, задумка, которая рождается в ментальности, она максимально умеет это воплотить в жизнь. Где-то эта энергетика похожа на карту королевы Пентаклей, но это, знаете, как квинтэссенция, это как высшая октава наших достижений, поэтому события на пороге. Благополучие стучится в вашу дверь. Вот нечего сказать, но у каждого здесь будут свои в какой-то одной сфере, может быть, проявления, а у кого-то все вместе переплетется. Все важно в нашей жизни. По сути, так оно и есть. События с первых дней месяца. Удивительный расклад. Я бы сказала, дальше можно даже не смотреть. Но мы любопытные, пойдем, конечно, дальше. А мало ли там рифы какие-то подводные, да? Но ведь это карта мага. Нет ничего невозможного. Вот все то, что я говорила до карт и сейчас, по карте мага, помните, все же карта мага иногда некоторые, пусть и не все, но думают, что это магия. Или это какие-то события, которые сами по себе складывают для нас какую-то наиболее удобную обстановку, ситуацию. Да нет. Карта мага – это маг-практик, а еще большой материалист. Он поставил себе цель, наметил, и он следует. И, вы знаете, это, наверное, как фраза «вижу цель, не вижу препятствий». Поэтому это не значит, что мы должны идти по головам. Тут как раз по магу идет великий дипломат. Он обустроит настолько мудро, ну, может быть, и хитро, когда никто не догадается, что это решение не его личное, а это просто так подвели канву либо событий, либо какое-то объяснение, либо важный разговор. То есть умеет он правильно взаимодействовать с людьми, чтобы добиваться желаемого. Да, конечно, по этой карте идет манипуляция. Ну, наверное, в нашей жизни условно все делится, точнее, или люди. Те, кто умеют взаимодействовать, назовите это манипулировать. Ну, или вторая часть – это теми, кем взаимодействуют или как-то их применяют, используют для собственного удобства, блага. Может быть, кстати, и такой философский вопрос вам придется решать. На какую глубину отношений я готова нырнуть или готов нырнуть, да? Какую меру ответственности я готов на себя взять? Вот такие вопросы тоже могут у вас с первых дней месяца стоять, потому что мера ответственности по магу как раз очень проходит. И, как и в личной жизни, но это все же более холодная карта. Она такая рациональная, потому что маг, опять же повторюсь, если поставил перед собой цель, значит, пусть он будет корректировать какие-то мелкие, незначительные планы, поэтому он и не настаивает на своем. Что значит мелкие какие-то детали, если на кону стоит какой-то очень важный вопрос? Вопрос нужно решить, а не вот эту мелкую деталь. Поэтому вы тут тоже можете с первых дней месяца как раз и корректировать свои планы. Идем дальше. Знаки судьбы. Вы кому-то и не верите, поэтому тут, наверное, все то, что я сказала по магу, с позиции манипуляций, мудрых решений, может быть, и хитрости. Вам, в принципе, неплохо бы не замечтаться, мои дорогие стрельцы. Почему? Пусть называют эту карта семерка мечей, карта вора, хотя ни к одной колоде в описаниях я ее не увидела, чтобы это было реально прописано. Но бытует, да, сарафанное радио мы говорим. Значит, имеет место быть где-то. И правда, мы говорим о том, что люди либо манипулируют, либо мы сами. Даже если мы видим, что со стороны какого-то человека есть интерес, и каким-то образом наш интерес с его интересом пересекается, мы не должны замечтаться. Потому что этот интерес может свидетельствовать о том, что на время. Ну и люди в нашу жизнь приходят тоже, ведь не всем суждено остаться надолго или навсегда, а именно на время. Чем-то обогащаем мы человека, ну и он зачем-то появился в нашей жизни. Поэтому я бы сказала, чтобы не было разочарований, знаки судьбы. Будь-ка ты таким прозорливым, слушай интуицию, а по магу интуиция работает на все 100.
И тогда тебе удастся каких-то скользких моментов избежать. Или не понадеяться на, может быть, даже благородство чье-то, порядочность. А мы понимаем, что люди, каждый решает свою проблему. Вот и мы ее должны решать, но делать это очень дипломатично. Потому что по магу, как я уже сказала, никто и не догадается, что у человека какой-то свой план. И знаете, две карты где-то, они взаимосвязаны. Поэтому, наверное, не зря я сказала по карте мага. Вот такой тонкий нюанс про манипуляции. Это где-то перекликается со знаком судьбы, мои дорогие стрельцы. Здесь нельзя быть таким, знаете, ну, понятно, что Фомой неверующим тоже нельзя быть, потому что впереди карта императрицы. Но все же себя навредить никак нельзя. Я должна сказать, нельзя и что-то упустить. Ведь нам может что-то, ну, не вписываться в наше понимание, представление, в какой-то наш план. Тут сама по себе возможность какая-то может прийти неожиданно или какой-то вариант, который не на 100% вам нравится, а пусть на каких-то 40-50%. И может сложиться такая ситуация, что вариантов больше не будет. Вот либо этот, либо никакой. Пусть это не для всех, но кому-то важно услышать. И тогда вот с тем, что у нас есть, нам и нужно как раз правильно провзаимодействовать. И не быть обманутым, не замечтаться. Где-то понимать, что, ну, может быть, и не все люди братья, может быть, у кого-то конкретно есть вопрос, когда вы именно окунулись в какую-то бездну, омут разочарований, потому что прежде кому-то доверились. Поэтому, если есть отрицательный опыт, мои дорогие стрельцы, как знак судьбы, не повторите. Этот опыт вас явно чему-то научил. Второй знак судьбы. Но и в то же время мы не должны где-то в этом омуте до бесконечности находиться. Выход, по сути дела, мы закрываем в прошлое дверь. Вот как знак судьбы. Иди вперед, ведь посмотрите, какие есть два замечательные аркана. Но знак судьбы, как и семерка мечей, так и десятка мечей, это время закрыть не просто в прошлую дверь, а само прошлое пытается от вас оттолкнуться. А мы можем притягивать какую-то ситуацию из прошлого. К примеру, даже если мы об этом много думаем. И пусть мы знаем, что да, не вернем, может быть, и человека не вернем. Может быть, и, понятно, обстоятельства, они уже идут дальше, они не будут повторены такими, какие были прежде. Но нас еще условно вот магнитом тянет назад. Вот есть такой момент. И я вижу вот эти знаки судьбы. Да, оставить какую-то ситуацию как опыт или просто то, что свершилось. Вот таким, знаете, холодным умом понять, да, почему это произошло. Если какой-то вас вопрос мучает, беспокоит или, ну, не дает вам покоя, думаете и все. Вот мысль, ее сложно контролировать, это правда. Приходит и уже бы рад избавиться, а нет. Ну, так значит, все равно не разогревайте себе заново вот этот интерес воспоминаниями. Потому что пока воспоминания присутствуют, значит, это какая-то история, она продолжает в нас жить, а нам нужно закрыть в прошлое дверь и освободить место для чего-то нового, мои дорогие стрельцы. Следующий знак судьбы – выбор. А вообще в этой колоде это влюбленные. Здесь история любви. И я вам хочу сказать, вот для кого-то конкретно, прошлая история, она уже не повторится. Она уже сама по себе закончилась, она живет в твоих воспоминаниях. И значит, новый человек не может прийти или войти в твою жизнь, пока ты до бесконечности что-то там вспоминаешь. Ведь если мы оставляем как вот холодно, да, как ситуацию, мы не будем об этом вспоминать каждый день или через день. Мы вспомним об этом ровно тогда, когда мы столкнемся с какой-то подобной историей. Ну, правда. Так устроена психика человека. А если это мы сами утром, днем и вечером предаемся тем воспоминаниям, как было хорошо. Ну, у каждого человека есть такие добрые, какие-то душевные мысли, которые вот именно связаны с прошлым. Но наша задача идти вперед, поэтому это может быть как выбор, который вы должны сделать, или, может быть, напрямую для кого-то из вас помириться, кстати, с человеком. Вот такое я могу предположить. И доброе время июня нам дает такую возможность. И значит, проговорить откровенно какие-то темы, разговоры. И с десяткой мечей уже потом не вспоминать, не говорить. А помнишь, вот ты сказал,
Или, а помнишь, как ты поступила? Вот такое нет. Если вы настроены на примирение, то без упреков. Поэтому вот эта глубина, насколько вы готовы продолжать какие-то отношения. Ну а для тех, кто один или одна, или какая-то была грустная история, освободитесь из этого плена. Десятка мечей ведь только об этом. Освободитесь. Освободите как пространство ментальное в своем сознании. И тогда не замедлит какая-то иная история, более счастливая, прийти в вашу жизнь. И личная жизнь для вас до конца 2025 года не на последнем месте, мои дорогие. Это правда. Давайте смотрим, что придет. Ну, как знаете, карта башня, еще один старший аркан. Себя нужно, безусловно, сохранять. Тут мы не можем с учетом семерки мечей, ну, знаете, экзальтировать где-то. Или думать, замечтаться. Замечтаться можно как со знаком плюс, так и вот про этот омут, да, воспоминаний со знаком минус. Нас ведь тоже может затянуть на глубину. И в первом, и во втором случае мы не видим реальности. А по карте башня реальность нужно видеть таковой, какая она есть. Меняется система по карте башня. Меняются какие-то условия. Могут меняться законы. Для кого-то из вас может проиграться, что придет, да, если мы говорим, необходимость поездки. Может быть, даже переезда. Для кого-то переезда очень далеко. Или когда вы сами меняете взгляды на жизнь. Вот выбор он есть. И вы можете для себя случайно вот так осознать, что, ну надо же, я действительно несколько подзастрял или подзастряла. Но вот теперь вам захочется, я бы сказала так, наверстать упущенное. И действительно, энергии будут таковы, что вам в июне, мои дорогие стрельцы, будет легко проститься с тем прошлым, которое вас держало как в кандалах. Словно вы находились в какой-то тюрьме. Ведь прообраз этой башни, это первые карты, именно тюрьма. И мы думали, что это наша крепость. Но мы так думали, потому что видели стены вроде бы, да. То есть есть какая-то история из прошлого, которая, ну, крепко еще пока живет в вас. А тут мы понимаем, рушится эта башня, меняются законы, или осознание, как прояснение приходит, или наступает ясность по какому-то вопросу. Это тоже может быть таким пунктом, как стартом к пересмотру где-то вашей жизни или каких-то новых направлений. И вот от попадания молнии рушится эта башня, вот эта старая тюрьма. И, кстати, со знаком плюс эта карта может проигрываться так, что прежде законы не позволяли, не получалось какой-то документ оформить. А здесь будут новые варианты, вы посмотрите. Здесь свое благополучие подстроить можно, да практически даже если с нуля. Да, искусство мелких шагов, как-то очень правильно продумать свою траекторию, быть готовым к неожиданностям. Вот маг, кстати, он готов. Его, более того, его эта игра жизни завораживает. Ему вот этот какой-то приключенческий драйв нравится, а это событие с первых дней месяца. Поэтому вы можете, знаете, такой парадокс в себе открыть, что вот какая-то нестабильность меня раньше просто, ну, как убивала. Она меня выбивала из колеи. А здесь у вас будет любопытство. Вот в хорошем понимании любопытство, не к соседу, а к тому, что, а ведь правда, я живу в такое время перемен, когда все меняется. Да, не могу там на 100% сказать, что прошлое мне, может быть, в чем-то помогло. Но есть какой-то добрый опыт, это да. Но то, что меня ждет впереди, вот это может быть значительно интересней. Поэтому, если что-то рушится, не пытайтесь это удержать, мои дорогие. И это где-то приходят перемены. Причем это может начаться с какой-то информации, услышанной даже, может быть, в средствах массовой информации. Или с человеком будет разговор, человек какую-то фразу скажет. Может быть, это и предложение, а может быть, это и окончательный какой-то вердикт, либо да, либо нет. И опять же, старший аркан в любых сферах жизни. Что уйдет? На праздные мечты, вот это правда. Уйдет, кстати, такая вот может быть даже история, когда вы собирались переехать в одно место, а здесь вы что-то переиграете. Или вы собирались один проект продолжать, а здесь поймете, что он либо не жизнеспособен, либо у вас интереса к нему нет, пропал. Это может быть подобный парадокс и к конкретному человеку, кстати. Вы раньше могли думать, что, ну, условно, меня магнетизмом каким-то тянет к определенной персоне,
А тут либо человек как это откроется, либо вы увидите с другого ракурса и поймете, что нет. Нужно менять словно и походку, и какие-то цели. Вот что изменится или уйдет. Какая-то прежняя цель будет вами точно пересмотрена. Или, может быть, ваша, пусть даже не цель, а методы достижения. То, что вы себе планировали лет на 10-20, вам придется переиграть, перестроить. Какой-то план максимум вам придется изменить. И вам самим, первое, захочется это сделать, а во-вторых, вы можете увидеть больше возможностей, потому что жизнь вокруг меняется. И то, что прежде для нас было как, знаете, застенки какие-то или преграда, то здесь наоборот. Та мечта, которую мы, может быть, даже с юношеских, детских лет где-то похоронили, думая, что, ну нет, это вот только лишь мечты. И вот как раз вот эти мечты, мы можем о них вспомнить и начать даже, ну, может быть, первые шаги узнавать. А как мне то, о чем я мечтал или мечтала, по максимуму воплотить в жизнь? Что же будет продолжаться? Давайте узнаем. Будущее будет продолжаться, но это все то, что я сказала. Тройка жезлов, уже человек, он готов идти вперед. Он нам и спиной показан, и обратите внимание, уже 2 жезла было. Двойка жезлов – это, ну, некоторая пауза или период замешательства, какой-то остановки. Да, мы можем еще в июне месяце проверять словно ментально, все ли я взял вперед для своего прогресса, все ли у меня готово для этого будущего. Кто-то будет приводить в порядок документы, кто-то будет согласование проводить, какие-то важные, может быть, и консультации с юристами, адвокатами, или вы хотите поменять работу, значит, ищите эту работу. Но нам человек показан, который мало того, что он повернулся к спиной, уже к нам как бы, да, или к прошлому. И вот эти как врата, да, получается, 2 эти жезла, пусть он прежде между ними ходил, да, словно завис вот в какой-то паузе, а теперь у него 3-й жезл в руках, и он идет вперед. Да, конечно, еще та дорога, которую нам придется пройти, она как новая, мы исследовать что-то будем. И вот, тем не менее, вот эти энергии будущего, когда у нас хватает и сил, и решимости, и, главное, желания идти вперед. И нет абсолютно желания оглядываться назад. Вот это будет продолжено. Вот такие перемены, о которых я говорила и по предыдущим картам, эта карта просто подтверждает. Чем не соблазняться? Ну, знаете, теми эмоциями, которые чересчур. Это может быть, ну, вот даже со знаком плюс, да, какой-то восторг, ведь это карта любящего человека. С одной стороны, воспоминания о тех людях или о тех годах, о том времени, когда нам было хорошо. Вот этим не соблазняйтесь. Мы уже с вами об этом говорили. Если вы точно знаете, что какая-то история закончилась, и у каждого своя причина, у кого-то это вы были инициатором в какой-то истории, у кого-то другого из вас человек был инициатором, а у третьих это обстоятельства непреодолимой силы. Но опять же, даже то, что греет где-то душу, да, вроде бы приятно думать о каком-то добром периоде, о том, как нас прежде любили. Но если это закончилось, зачем себя мучить? Мы идем вперед. Вот этим не соблазняйтесь. С другой стороны, это карта эмпатии. Это карта альтруизма, кстати. Поэтому не соблазняйтесь альтруизмом. У вас императрица и маг. Мне нечего добавить. Поэтому взаимодействие скорее, сотрудничество, нежели альтруистический подход к делу, но бонусы получает кто-то другой, а вы остаетесь, ну, может быть, спасибо скажут. С другой стороны, эта карта будет еще говорить, что если мы говорим про эмоции, все же будет риск где-то там и подзастрять вот в этой ненужной философии, обдумывая какую-то ситуацию прошлого. Поэтому все то, что я перечислила, не соблазняйтесь. На что соглашаться? На что-то новое. Мы об этом только что с вами говорили. И причем это искусство мелких шагов. И, безусловно, нулевой аркан тоже старше у вас. Много старших арканов. Мы должны быть осмотрительны. Мы не должны какой-то прежний опыт повторить. И вот эта собака где-то, она часто присутствует в картах Таро. Это прообраз Анубиса. И это владыка подземного мира по египетской мифологии, да. И мы с вами говорим, что Анубис – это владыка не только подземного мира, но это еще и владыка сокровищ.
это какой-то наш прежний опыт, это еще и хранитель душ, да, тех людей, которые ушли уже из жизни. Почему и сокровища, да, то есть это где-то как клады какие-то. Поэтому не стоит, где-то карта об этом говорит, да, если мы говорим, на что соглашаться. Не стоит в себе теребить какую-то рану, заново ее или себя заставляя переживать какие-то минусовые эмоции. Не беспокойся о прошлом. За ним как будто присматривает этот самый Анубис. За ним присматривают те силы, которые призваны это делать. Но ты и сейчас живешь. И твоя задача идти вперед. И стало быть, не повторяй какого-то опыта. Вот единственное, да, почему часто собака останавливает. Не торопись. Будь очень внимательным на своем жизненном пути. Помни, наверное, что жизнь – это не спринт, кто быстрее придет в конце, да, а это марафон. Поэтому я бы сказала, на что соглашаться. На новые идеи, на новое качество жизни. Все, о чем мы с вами говорили. Но при этом берегите себя. Подмечайте, что происходит вокруг. Анализируйте, мои дорогие стрельцы, что сказал человек, а что он сделал. Что вообще происходит вокруг. Держите руку на пульсе. Может быть, к средствам даже массовой информации, если ваша деятельность или ваши планы совпадают с какой-то общемировой ситуацией, обстановкой, вам, значит, нужно тоже буквально все контролировать. Открываются по этой карте новые перспективы. У нас вдохновение, хорошее настроение по этой карте, безусловно. И любопытство к жизни, к миру, мои дорогие. Часто по этой карте проходят путешествия или поездки. Пусть вы не поедете куда-то далеко, но вы можете прочувствовать в июне. Мне хочется, словно, стартануть с этого насиженного места. Мне все надоело. Вот и такие моменты, именно с позиции, когда вам надоело. Вот это невидимая сила, которая может вас подталкивать идти вперед. И для кого-то это будет очень сильно ощущаться. Чего же опасаться? Вот смотрите. Деньги есть, деньги будут. Шестерка пентаклей, карта финансового успеха. И, кстати, для кого из вас, мои дорогие стрельцы, сложная финансовая ситуация? Ну, может быть, платеж нужно совершить. Значит, найдутся те люди, которые вас могут выручить деньгами или помогут решить вопрос, дадут какой-то дельный совет. Тут со знаком плюс, когда мы именно на время, может быть, берем деньги, да, или обращаемся к кому-то за помощью, да, чтобы потом выровнять эту ситуацию. Это для тех, все же у каждого своя финансовая составляющая. То есть выход из финансовой бреши определенно есть. Но по этой карте все-таки тут второе больше подходит значение, если мы спросили, чего опасаться. К вам могут обратиться: дай мне денег. Дай мне в долг, одолжи, или какой-то проект, или какая-то там инвестиция. А вот не предусматривает эта карта, что мы раздаем деньги. Эта карта только предусматривает в одну сторону, что мы берем и кумулируем. Вот удерживаем где-то. Конечно, мы не должны, знаете, превратиться в таких персонажей, которые, ну, чересчур материалистичные, которые только оценивают мир с позиции «ты мне, я тебе», товарно-денежных отношений. Нет, конечно, иначе что-то не получится, понимаете, не пойдет. Тут надо совместить и возвышенное, и земное. Вот вам конкретно выпали такой задачей карты. Поэтому, с другой стороны, тоже чересчур таким холодным прагматиком быть не гуд, это точно. Но и позволить себе какую-то финансовую брешь, даже если вы получаете деньги, как бы просчитаться на будущее. Здесь ведь карта говорит, может быть, имей заначку, ты должен иметь какой-то объем, да, финансовый, как подушку безопасности на будущее. Поэтому будь внимателен к вопросам денег и где-то не торопись. Если ты будешь сталкиваться с разными людьми, здесь могут вас, кстати, пытаться на какой-то вау-проект подцепить и сказать, что «О, это тебе принесет кучу выгоды». Нет, легкие деньги опасны, помните это. Если дадите, или не увидите, или вообще, да, или отдадут не скоро. Поэтому все то, что касается денег. Или, может быть, кстати, семерка мечей, карта вора, да, если мы говорим. Я бы сказала, мои дорогие стрельцы, будьте внимательны к электронным системам взаиморасчета. Не переходите по непонятным ссылкам.
Не открывайте, может быть, баннеры, которые рекламные выскакивают и предлагают вас сразу куда-то перейти. И, кстати, это из-за любопытства мы можем сделать. Да, почему по нулевому аркану будь-ка ты осмотрителен. И фишинг у нас, к сожалению, процветает, и вам это тоже нужно держать в позиции своего пристального внимания. Понимаете, бывает такое, у нас цифровая эпоха, поэтому это не буквально только банкноты какие-то, да, деньги, а это в целом ваше имущество, ну, может быть, и вопросы жилища, да, тут ведь у каждого свое что-то, может быть, купля-продажа, у кого-то стоит жилище, поэтому тут грамотные какие-то действия должны быть с вашей стороны, и чувствуйте подвох. Или задавайте себе вопрос. Если вам кто-то поет дифирамбы или вам льстит, самое время задать вопрос. А зачем это человеку надо? Что он хочет уцепить? Мою бдительность. Зачем ему это нужно? Поэтому будьте прозорливы и внимательными. В данном случае будьте магами, волшебниками и императорами, императрицами. Но, кстати сказать, эта карта, если в отличие от императора, это та, которая со всеми может договориться. С императором тут намного все сложнее. Поэтому вот эти добрые энергии, как и в отношении вас, ну, не все однозначно, да, мы с вами сказали, замечтаться нельзя. Так и вы через диалог можете решить многие вопросы. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.